Привет всем! И да, это обещанный обзор на лазер. Обновление клиента, который, не покладая рук, делает уже на протяжении нескольких лет. И походу еще несколько лет его будут доделывать. Обновление, которое все так ожидают и терпеливо продолжают ждать релиза. Но пока его недоработанная версия доступна на гитхабе. Ссылку, естественно, я оставлю в описании. И уже на самом деле есть что о нем сказать. И в этом видео я расскажу вам, какие изменения мне понравились и какие новые возможности откроются пользователям. И если вам понравится обзор, то поставь лайк и подпишись на канал, поставив при этом колокольчик. Это будет лучше вашей благодарности. Приятного просмотра. Клиент начали делать еще в далеком 2015 году, и сам клиент прогнозировали на 2016. Но создатели игры столкнулись с серьезными проблемами и пришли к выводу переписать клиент с нуля. И уже на новом движке, что, кстати, очень разумное решение, так как потенциал у нового клиента огромный, но об этом чуть попозже. Сам лазер — это не название новой игры по типу OSU Laser, а лишь кодовое слово проекта, а сам проект — это глобальное обновление для OSU. Технически лазер уже вышел еще в далеком 17-м, но доступен лишь для предварительного просмотра. На данный момент это еще недоработанный проект, в том плане, что лазер еще недостаточно оптимизирован, ведутся проверки совместимости и прочие доработки, в том числе и редактора, который является основным и заключительным этапом в создании лазера. По прогнозам одного из разработчиков, данное обновление, по его личной оценке, будет в 2021 году. Но не спешите возмущаться или радоваться, это лишь его личная оценка. Но поскольку с вводной частью я закончил, давайте перейдем к самому обзору лазера. Уже с первого захода в игру создается ощущение, что ты действительно зашел в сильно измененную версию OSU. Как только ты нажимаешь запустить игру, тебя тут же встречает измененное начальное музыкальное и визуальное приветствие. И когда ты видишь это в первый раз, ты такой: вау. Нажимая на этот заветный кружочек, нам уже открываются старые добрые разделы: игра, редактор, выход, настройки и нововведение в виде кнопки директа. Для тех, кто не знал, кнопка директа есть и в нынешней OSU, но ее видят лишь те, у кого есть OSU Support. Нынешний директ, лично мое мнение, полный отстой. Честно, я его практически не использую. Но директ, который в лазере, это реально юзабельная вещь, так как весь дизайн и функционал перенят с нового OSU сайта. Это реально то, что нужно, так как карты я практически всегда искал не в директе, а на OSU сайте. Приходилось искать карту на сайте, качать и обратно альтабаться. И все это лишние, ненужные действия. Это немножко дискомфортно. Я считаю, что добавление веб-компонентов — это одно из наилучших решений сделать так, чтобы все действия ты мог делать только в клиенте. И тут не только поиск карт, множество функций, которые раньше были доступны только на сайте, будут доступны и в самом клиенте, такие как просмотр профиля, мирового топа, чейндж-логов, информацию о карте. Все это, на мой взгляд, дико облегчает жизнь. Ведь для того, чтобы посмотреть нужную тебе информацию, тебе не надо открывать браузер, заходить на сайт и открывать нужное окно. Просто нажимаешь на этой панельке нужный тебе раздел и все. Для полного счастья я бы еще добавил новостной раздел, где бы можно было посмотреть, каких новых фьючерд артистов добавили, что происходит в OSU комьюнити, информацию о новых ивентах и так далее. Это было бы здорово. Помимо всего этого, меня дико порадовал редизайн. Это выглядит современно, минималистично, стильно и просто красиво. Куча различных анимаций, переходов, все выглядит живым, а не статично мертвым. Первое время тебе просто хочется лазить по лазеру из-за большого количества красивых переходов между нужными тебе окнами. Ведь это просто приятно и радует глаз, когда твои действия в клиенте сопровождаются такой качественной анимацией. Видно, что люди постарались над даже самыми незначительными вещами, такими как удаление текста, анимации смены мода или прыгающих иконок и множество других мелочей. Кстати, частота прыжков этой иконки зависит от BPM, играющей на фоне музыки. Господи, посмотрите, как же забавно они прыгают. Опять же, возвращаясь к дизайну. Повторяюсь, что меня порадовало то, что различные иконки и панельки сделаны меньше, так как это создает ощущение какого-то пространства, аккуратности. В том плане, что у тебя эти панельки не на 1/4 экрана, как это было раньше, а аккуратненько по краям, в пределах видимости. Не буду зацикливаться на дизайне, так как я не очень хорошо в этом разбираюсь. Единственное, что еще хочу добавить по этому вопросу, это то, что мне понравилось, как сделали меню выбора карт. Заблюренный задний бэкграунд, который передает основные цвета карты на весь монитор, благодаря полупрозрачным панелькам. И еще один маленький бэкграунд на 1/6 экрана на фоне статистики карты, который можно хорошо разглядеть, так как раньше половину бэкграунда закрывал набор битмап. Короче, все выглядит, как я уже говорил, минималистично, стильно и современно. И даже эти неоновые синие подсветки создают ощущение, что ты действительно находишься в игре будущего, а за окном пролетают автомобили.
Из-за желания Пеппи сделать игру с открытым кодом открывается много возможностей. Вот, к примеру, создание скинов выйдет на новый уровень, в том плане, что можно будет изменять не только картинки, но и расположение элементов на экране. То есть, если вам, не нравится то, что выбор карт находится справа, то в будущем можно будет переместить его в левую часть монитора, или сделать горизонтальную карусель из карт. Топ и статистику карт, допустим, в правую. Но вот если вы умеете кодить, то весь интерфейс в ваших руках. Также, помимо новых скинов, возможно, что будут появляться новые ранкед моды. Пока что есть фановые. Фановые моды у людей вызывают разные эмоции. Кому-то не нравится абсолютно никакой. Кто-то находит среди этих модов парочку любимых, но кому-то нравятся все. Правда, я честно не понимаю, как может нравиться мод спин. В этом моде вместо привычного аппроуча нота появляется как-то так. И в момент, когда круг встает в привычное положение, надо нажать. Идея изменения привычного аппроуча на что-то другое — это хорошее решение, но именно мне этот мод не зашел больше всего. Вот, к примеру, в модах Grove и The Flight это сделано уже гораздо лучше. Тут ноты раздуваются и сужаются, прям как шарики. И выглядит это гораздо лучше мода Spin в визуальной составляющей. Если брать моды, которые мне понравились, то я определенно выберу Wind Up и Wind Down. Мод альтернативный ранкед моду Double Time. Только тут ты играешь не полностью ускоренную карту, а постепенно ускоряющуюся или замедляющуюся, в зависимости от мода. Это просто нереально весело, когда ты играешь его в первый раз. Еще хочу отметить, что в данном моде постоянно разный approach rate. Это, кстати, одна из фишек лазера. Раньше такое можно было реализовать через невидимые ноты и storyboard, как и множество других особенностей модов из нашего списка. Вы же помните Aspire. Вот, к примеру, все же помнят карту Elif Zero. Там был стрим паттерн, и этот паттерн составлялся из прилетающих нот. Пожалуйста, теперь есть мод Transform, где паттерны также составляются из прилетающих нот, и это реально выглядит эпично. Также есть мод Wiggle. Тут ноты просто дрыгаются прям как ваш курсор, когда вы ставите невероятный скор на Chromatic Clover. Этот мод мне не понравился, так же как и мод Spin. И последний мод — это Traceable, мод альтернативный Hidden. Только не видно круг изначально, и есть только approach, по которому ты, собственно, и должен ориентироваться, когда нажать и куда навестись. Тоже забавный и крутой мод. Помимо всего этого, есть и парочка измененных привычных нам модов. К примеру, теперь у Halftime есть Die-Core версия. Это обратная Nightcore в DT. И новый вид фейла — Builds. Вся карта находится за дверьми, и только когда ты мажешь, она чуть-чуть приоткрывается. Мод чисто зайти, поржать и уйти. Также будет потенциал на создание нового игрового режима, помимо привычного стандарта — тайка, мани или фруктов. И на самом деле уже появляются кастомки, вот, кстати, одна из них. Поскольку теперь есть почва для новых возможностей, осталось теперь комьюнити посадить семя и вырастить что-то поистине крутое и захватывающее. А уж сможет наша Осу комьюнити что-то создать, это уже вопрос времени. Благо, талантливые и гениальные люди в комьюнити есть. В плане геймплея все осталось тем же, только с измененным интерфейсом. Единственное, что наконец-то ввели новую скор-систему. Что-то типа скора V2. И самое главное, с дропом по аккуратности. За неточные нажатия в начало слайдера. Раньше было вообще пофиг, как ты нажмешь на начало слайдера. Нажал на пофиг, довел, и тебе засчитало как идеальное нажатие. Но теперь за неточные нажатия на слайдеры ты будешь получать сотки. И наконец-то эту вещь ввели в ранкед. Господи, почему этого нельзя было сделать раньше? Чтобы вы понимали, насколько это серьезно, вот вам показательное сравнение одного и того же плея. Только один в нынешней скор-системе, а другой в новой. Я думаю, разница огромная, так как аккураси гораздо меньше, а соответственно и ПП будет гораздо меньше. Сам же интерфейс немного изменен в дизайне и расположении его элементных составляющих. Это полоска HPN, Stable, Top, нажимаемые кнопки, Mixer, и так далее. Так, что есть нового в интерфейсе? Это шкала интенсивности, которая показывает количество объектов на промежуток времени. Кстати, эта шкала очень удобна при перемотке реплеев, да и сама перемотка тоже является новинкой.
так как ты можешь отмотать в нужное тебе место. Перематывая как вперед, так и назад, появились плашки с информацией о выбранной карте в начале мапы. Во время пауз будет показана твоя промежуточная статистика. Ну а в конце, как и всегда, тебя ожидает окно с финальным результатом. Оно тоже изменено в дизайне. И как по мне, я бы сделал так, чтобы БГшка карты была видна лучше, так как лично я по БГшке быстрее понимаю, какая карта игралась. Кстати, а на что вы в первую очередь обращаете внимание, когда видите чей-то скор? На БГ или на название? Пишите в комментах. Еще в этом окне есть кнопка «Скачать реплей». Тоже очень удобная вещь. Также можно будет вручную настроить разрешение игровой области или самой игры в целом, что ну просто офигенное решение, так как есть люди, которым просто неудобно играть на фуллскрине. Да и данная функция просто помогает сделать более комфортную для тебя обстановку. Ну и под конец давайте я пробегусь по оставшимся изменениям. Одна из главных вещей это то, что новый клиент гораздо быстрее старого. Он писец как шустрее относительно нынешней ОСУ. Изменена немного градация карт, теперь битмапы это как раздел, и в этом разделе есть диффы на выбор. Теперь есть кнопка опций, где вы можете подчистить локальные скоры, а также удалить или изменить выбранную карту. Также есть очень удобная верхняя плашка, в которой есть настройки, возвращение в главное меню, известные вам игровые режимы, веб-компоненты директа, мессенджера, друзей. Также есть плеер, вот такой вот он малюсенький по сравнению с нынешним клиентом, окно логина и ваш профиль. И, уважаемые любители оффлайна, готовьтесь потечь. Теперь в ОСУ, как в каком-нибудь Стиме или Дискорде, есть статусы онлайна. Не беспокоить, и самое главное оффлайн. Ну и плашка с уведомлениями о скачке карты, скина или обновления. Подводя общий итог, разработчики максимально постарались сделать клиент максимально комфортнее для пользователя, а также дать клиенту почву для дальнейшего развития, благодаря открытому коду. Как сказал сам Пеппи, цитата, «Это позволит ОСУ жить после меня. Если что-то случится, очень вероятно, что члены команды и сообщества смогут взять разработку в свои руки и вести игру в дальнейшее будущее». Огромное спасибо за просмотр и, конечно же, вот этому человеку, который занимается разработкой лазера, за дополнительную информацию. Конечно, я не смог рассказать всего. Например, о новом мультиплеере или новом турнирном клиенте, редакторе и других изменениях. Думаю, об этом расскажу когда-нибудь в следующих видео. Но постарался выделить основные и интересные для вас изменения. Еще раз попрошу поставить лайк, подписаться и нажать колокольчик, а также оставить любой комментарий, например, о том, что больше всего вам понравилось в лазере. Это очень сильно поможет в продвижении и будет лучшей благодарностью. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Сайонара.